Привет, дорогие друзья! Это первый в истории набор научно-популярных видео, созданный одним человеком на 33 языках. Я создаю все мои видео, используя только машинные переводчики, без помощи других людей. В будущем я расскажу вам о моем методе изучения языков, а сейчас я буду говорить об одной увлекательной древней тайне. Откуда берутся деревья? Люди начали задавать этот простой вопрос тысячи лет назад, но ответ на эту древнюю загадку удивляет и сегодня. Первый и очевидный ответ кажется очень простым. Деревья растут из семян. Если вы хотите вырастить дуб, вы берете желудь, кладете его в землю и получаете дерево. Но этого недостаточно. Огромный дуб, который может весить более 10 тонн, вырастает из крошечного желудя, который весит несколько граммов. Откуда же берется вся эта масса? Второй ответ также прост. Вероятно, из земли. Дерево не может бродить вокруг, ища пищу. Оно может только получить свою массу от почвы под собой, правильно? На самом деле нет. Вода, конечно, в основном приходит из земли, через корни. Но как же насчет самой структуры дерева? Как насчет сухой массы его древесины? Даже тысячи лет назад древние греки и римляне понимали, что если бы дерево просто тянуло почву вокруг своих корней вверх, то в конце концов под этим деревом образовалась бы огромная яма. Когда вы стоите под деревом, просто взгляните на всю эту огромную махину над головой и представьте, что вся эта масса пришла из-под земли под вашими ногами. Это должно оставить яму объемом в несколько кубических метров. И все же земля остается плоской, а из желудя, который вы положили в почву, просто растет и растет дерево. Кажется, что его масса появляется из ниоткуда. Появляется как будто из воздуха. И да, это и есть удивительный ответ на загадку. Деревья получают основной компонент своей структуры из воздуха. Как же это происходит? Через процесс, называемый фотосинтезом. Тела всех живых существ на нашей планете построены из длинных молекул – белков, углеводов, нуклеиновых кислот, жиров и других. Все они представляют собой длинные цепи атомов углерода с прикрепленными или вставленными атомами кислорода, азота, водорода, фосфора и других элементов. Но где же можно взять углерод, чтобы их сделать? Из атмосферы, из углекислого газа. Растения, водоросли и цианобактерии ловят молекулы углекислого газа из воздуха, отрывают от них кислород, возвращают его в атмосферу, чтобы мы могли им дышать, и используют атомы углерода для создания длинных молекул. Например, глюкозы, из которой затем делается целлюлоза, основная молекула древесины. Разве это не потрясающе? Вода – это жидкость, двуокись углерода – это газ, оба слабые эфемерные. Но если их объединить в сложную структуру, то они могут стать могучими деревьями. И вода, которую деревья получают из почвы, также поступает из воздуха в виде водяного пара, который конденсируется и выпадает на землю в качестве дождя. И азот, который необходим для производства белковых молекул, также берется из воздуха бактериями, живущими у корней деревьев в процессе, называемом фиксацией азота. Когда дерево растет, углекислый газ вокруг него превращается в дерево. Когда дерево сгорает или распадается, большая часть его возвращается обратно в воздух. И то же самое верно для всех растений. И мы, люди и животные, питаемся растениями и строим из них свои собственные тела. Поэтому структура наших собственных тел также в конечном итоге строится из воздуха. Посмотрите на голубое небо и белые облака в солнечный день и представьте, что это то, из чего в основном и состоит ваше тело. Из воздуха, который вы видите как голубое небо, создаются ваши структурные молекулы. Из облаков приходит вода, а солнечный свет обеспечивает энергию. С другой стороны, когда мы стоим на старом кладбище, где растет много деревьев, нам может показаться, что тела умерших находятся под землей. Но мы ошибаемся. Там остается фосфат кальция, неорганический материал, который делает наши кости твердыми и прочными. Но другие сложные структуры, от тканей до молекул, распадаются и снова поглощаются растениями, которые мы видим вокруг нас. Тела умерших на кладбище находятся не в земле под нашими ногами. Нет, они стали ветвями и листьями в небе над нашими головами. В знаменитом романе Станислава Лема есть планета, называемая Солярис, единственным обитателем которой является разумный океан. К ученым, живущим на космической станции и изучающим планету, приходят странные посетители, которые выглядят как знакомые им люди. Океан Соляриса умеет генерировать этих посетителей, исходя из информации, которую он собирает из мозга людей. Это, конечно, научная фантастика, но существует и реальная планета, покрытая океаном, который может генерировать сложные структуры и растворять их в себя обратно. И эта планета — Земля.
Океан – это атмосфера, информация – наша ДНК, а структуры – это все мы, живые существа на Земле. Углерод на нашей планете циркулирует между двумя состояниями – простыми молекулами углекислого газа, растворенными в воздухе, и сложными органическими молекулами в наших телах. И этот процесс продолжается постоянно. Даже сейчас, когда я говорю с вами, я выдыхаю углекислый газ, который создается при разрушении и окислении углеродных цепей, которые я получил из пищи и которые были созданы некими растениями месяцы или годы тому назад. Часть углерода, который я выдыхаю, даже была частью моего собственного тела. Структурные белки по разным причинам распадаются и используются моими клетками как топливо, переходя в углекислый газ. С каждым словом и каждым выдохом я завершаю цикл, о котором рассказываю в этом видео, и отдаю часть самого себя обратно в атмосферу. Экклезиаст сказал, что наши тела произошли из праха и возвратятся в прах. А мы можем сказать, что наши тела произошли из воздуха и возвращаются в воздух с каждым нашим дыханием.